Почему после 30 мужчины сдаются и забивают на себя? Спорт всегда это лажа для здоровья. Вот эти кубики пресса, широкие плечи. Насколько они придают уверенность в спальне? Если ты женщину рассмешил, все, наполовину влюбил. Красивое тело в целом это привилегия. Можно не качаться, пацаны. Привет, друзья! Подкаст 69 на связи. Сегодня ко мне пришел Спартак. Привет, Спартак. Привет. Итак, я постараюсь перечислить все, что мы с тобой обсудили с точки зрения твоих регалий. Не буду Звучит страшно. Да, не буду тебя смущать, но все-таки. Фитнес-тренер. Хорошо. Предприниматель пойдет? Пусть будет, да. Блогер с суммарной аудиторией 8 миллионов человек. 9. Мастер спорта по кикбоксингу Так. и жиму штангой от груди. Так. И что-то еще какой-то мастер. Ну, что-то еще там. Еще что-то. Значит, в гонке героев в Крыму ты главный выступал тренер был. Да, главный тренер выступал перед сколько? 1500 Да, аудитории. я был на обложке Men's Health. Men's Health обложка обязательно. Я покажу потом фотку. 2008 Да. год. Покажешь фотку. Мы даже вот сюда ее закинем, вот сюда на экран. И увидишь. И увидишь обязательно. Да, я себя увижу. Какой ты был и какой ты есть. Какой стал. А, кстати, Да. форма с того момента стала лучше? Не, ну, все зависит от времени года. То есть сейчас я жирный. Я откровенно это признаю. Я толстый, потому что я позволяю себе все. Потому что мы приехали в Крым, там невозможно. Там родители, друзья, гости, дети. Это целыми днями еда, причем вкусная. Поэтому сейчас я 105, а в форме я 93-92. Хочется вспомнить вот этот момент, когда тебе 25, ты можешь гулять всю ночь, потом пойти на работу, вот это самое замечательное, там, бухать, если еще что-то, да. Потом тебе наступает 35. Да. Ты смотришь в зеркало, у тебя появляется вот этот пивной животик. Если пиво пить. Если пиво пить. Ну, хотя не только же пивной животик появляется от пива, если что-то. Ну, если ничего не делать, Если он ничего не 100% делать, тоже. появляется. Лежишь на диване. Да, кушаешь вкусненько. Все, конечно, будет. Я вот хочу понять, что это такое? Это вот какая-то великая мужская капитуляция? Почему после 30 мужчины сдаются и забивают на себя? Я бы сказал, что мы скорее получаем какие-то полезные блага цивилизации. То есть у нас появляется машина, мы не ходим пешком, как в студенческое время, да, мы никуда не бегаем, то есть можно уже на транспорте двигаться. У нас появляется семья, а значит, в принципе, гоняться за какими-то там новыми женщинами, ну, нет никакой необходимости и держать себя в форме. То есть, в принципе, ну, уже все окей, стабильно, все хорошо, можно кушать вечерком, и особенно если супруга хорошо готовит. Ну, там, минимум движений, вкусная еда, отсутствие какой-то физической активности. Ну, любой человек без этого придет к пивному животу и дальше. Ну, то есть, получается, здесь появляется вот эта лень, слабость характера. Да. Из-за того, что отсутствует мотивация. Да. Исключительно это. То есть, как только какая-то жесткая ситуация, например, не знаю, там, развод, мужик сразу включается, некоторые спиваются, да, то есть у каждого по-разному. Но если у тебя есть нормально с мотивацией, включаешься, худеешь, приходишь в форму. Ну, это не только у мужчин, это у женщин то же самое. То есть она развелась, допустим, все. Подкраситься, каблуки и погнали. Ну, я вспоминаю период, когда я качаться. Когда это было? Ой, наверное, это 20 лет. Так. В 20 лет. В 20. Да, сейчас мне 38. Так. В 20 лет. 20 лет для чего? Для чего? Потому что хотелось нравиться девушкам. Нормальное желание. Хотелось в какой-то степени нравиться самому себе. Прекрасное желание. Да. Смотреть в зеркало, видеть вот этого. Да. Вот оно, вот он, Ну, хотя бы такой, там да. какие-то вены пошли. Ништяк. Представляешь, да. А потом ты включаешь вот эти голливудские фильмы все, ты смотришь на вот этих звезд, ты видишь, какие они вот раскачанные, какие они крутые, непобедимые. Вот они. Ты не вникаешь во всю суть того, что как это они не важно, с да. этим всем занимаются, как они к этому подходят, какие у них там тренеры личные, там диеты, все остальное. Ты просто видишь вот это вот. Тебе нравится, ты хочешь быть вот таким. Потому что тоже я тут не буду мудрствовать лукаво и скажу, что Шварценеггер, да, наверное, сложно найти человека моего поколения, который не фанател от Шварценеггера в те годы. Ну, все смотрели. То есть я вырос вообще на Ван Дамме. То есть я в 15-16 лет у меня появилась видеокамера, я записывал на камеру, как я прыгаю в вертушки, потом записывал, переписывал на большую видеокассету, вставлял покадрово, просматривал, где я, как двигаюсь, потом перетаскивал, вставлял кассету с Ван Даммом, смотрел, как он прыгает, как он двигает руками, сверял.
И я научился вертушку в 16 лет. Крутую, вандамовскую. Полностью точно такую же, идентичную. С раскрытием, с двумя. Я пришел на кикбоксинг, уже ее умел. Ее никто не умел там. Все такие, как так? То есть тут вопрос, мотивации, желания. Да, получается, что в тот момент у тебя присутствуют эти все образы, вот эти все цели. Ну, хорошо. А что делать вот сейчас? Тебе вот там 45, Да. мне 38. Так. У тебя есть семья, есть ребенок, Есть. жена. Да. У вас направление, бизнес, там куча разных бизнесов, не знаю, деятельность по стране, по миру, не знаю. Где достать эту мотивацию? Что нужно сделать, чтобы захотеть пойти в зал, начать качаться, тренироваться, вести какой-то здоровый образ жизни? Но я хочу сказать, что очень тяжело, на самом деле, это делать. То есть должны быть какие-то внутренние такие факторы, которые заставляют тебя вообще что-то делать. Например, мы по утрам чистим зубы. Мы привыкли это делать. Конечно. Мы купаемся, моемся, привыкли это делать. То есть это нормально. Соответственно, то же самое нужно развить в себе с тренировками. Это несложно. То есть у меня нет никакой цели, допустим, качаться 10 лет подряд для того, чтобы там, через 10 лет привести себя там, в супер идеальную форму, или там, через 5 лет, или через 3 года. Нет, у меня есть цель просто в понедельник пойти в зал и потренировать там сиськи, грудные мышцы. Во вторник потренировать плечи. В среду потренировать спину. В четверг руки. И в пятницу ноги. Все. Этого достаточно. То есть не нужно ставить какие-то супер такие долгосрочные планы, потому что их очень тяжело придерживаться. А если еще и не придерживаешься, и при этом ты перфекционист, ты начинаешь себя ругать. Как же так? Ты не справился, ты же записался, купил годовой абонемент, вот эта тема вся. Одежду подороже, да? Обязательно. Вот. Поэтому, если ставить себе цели попроще, давай на следующей неделе, вот всю неделю нормально отходить, там 3 тренировки в неделю. Отходил прекрасно, выполнил, ты красавчик. Давай поставим следующую цель точно такую же. Ничего не надо менять. Не ставить себе запредельные цели, например, я же говорю, там, супер похудеть, там, через 3 месяца я должен выглядеть там, на 10 килограмм меньше. Нет. Попробуй похудеть на 1 килограмм. Один же можно сделать. То есть, когда научишься делать и решать вот такие маленькие задачи, вот прямо сосредоточиться на них и делать только их. Таким образом, мы вырабатываем себе очень простую привычку. То есть, я, например, точно знаю, что я каждый день встаю в 5 утра не потому, что мне нужно это делать или еще что-то, потому что я уже привык. То есть я привык, я в 5 утра встал, в 6 утра я там в зале, с 6 до 7 я снимаю ролики. Это просто. Это там час времени. Потом я часик тренируюсь, из них там полчаса я играю в шахматы. Вот, и все. Все, я минимум на сегодня я уже сделал, я собой доволен. А дальше уже какие-то там рабочие дела. И это просто, это точно так же, как почистить зубы. То есть нужно выработать в себе маленькие простые привычки без гарантии результата. То есть не то, что там вот я обязательно начну что-то делать, и тогда у меня что-то будет через год вперед. Нет, это очень тяжело. На недельку. То есть ты имеешь в виду, что какие-то цели на долгосрочную перспективу не стоит ставить? Это только высокоамбициозные люди могут это делать. Но если мы говорим про человека, который себя запустил, значит, что-то у него с этими целями уже не так. То есть, это логично. Да, возможно, он там супер в бизнесе, там еще что-то, но если тело отстает от этого, то, надо как-то выравнивать. А выравнивать проще всего, если ставить именно маленькие цели. Маленькие. Маленькие цели проще всего сделать. Это несложно же. Понятно. Я просто параллель провожу с тем же самым подкастом, да, то есть, если вот я поставлю цель стать популярным подкастом, да, это хрень. Нет, это хорошо, но это где-то там, на долгосрок. Твоя задача сейчас просто снимать, вот, допустим, там 3 подкаста в неделю или 2 подкаста в неделю. Ты просто это делаешь. Без того, что я сниму 100, и тогда у меня будет результат. А может быть, не будет. Что тогда с тобой будет? Понимаешь, да? Да. А так ты просто снимаешь, просто работаешь, просто все хорошо. Ты себя не загоняешь. И при этом у тебя просто в потоке все это идет. Сделал, молодец, все смонтировал, сделал, молодец, сделал. И тогда, когда оно получается, ты получаешь классную награду. Понимаешь, да? Получается, что если человек, скажем так, поставит себе задачу просто быть здоровым, то это будет скучно и абстрактно. Просто быть здоровым это действительно очень странная цель, да? Я просто хочу быть здоровым. Хорошо, ешь там, правильно питайся и чуть-чуть тренируйся. Опять же, мы говорим о том, что нужно для чего-то. То есть
чтобы что? Если у человека уже какая-то лажа, да, там доктор сказал, или ты начинаешь худеть, или тебе будет конец, да, какой-то придет. Тогда, конечно, есть мотивация. А просто так убрать живот какому-то там 35-летнему чуваку, ну, для чего? Ну, не для чего. И нет никакой цели. Если все хорошо, если на работе все нормально, дома все хорошо. Для чего ему худеть? Тоже есть логичное объяснение. Согласен. Есть еще куча препятствий, да. Ну, да, человек, который не хочет, да, он найдет эти препятствия. Всегда найдет. Всегда какие-то Да, причины. вот все, дождь, не Да, пойду дождь никуда. пошел. Окей, я помню, как я в 4:30 вставал утра. Бегать? Бегать. Да, потому что я увлеченный бегун. Так, Какое-то время прям очень-очень заморачивался, пробежал полумарафон. маньячество. Да, в те времена я, конечно, и качался, и нужно было все-таки укреплять мышцы все. Вспоминаю ситуацию реальную, когда ты приходишь в спортзал вечером, в фитнес-клуб. Это капец. Все после работы. Да, У любого тренажера ну, очередь. очередь, подходы, ждешь, ты уже остыл, уже все это. И начинается вот это, типа, да Зачем ну, мне это надо? Зачем мне это? Зачем Да, я да. приду? Зачем это? Менять время надо, тренировок. Значит, меняем. Ну, а кому, если неудобно? Кому вот только он может так? Знаешь, меня часто спрашивают в комментариях на Ютубе: Спартак, вот я работаю там каждый день там с утра и до поздней ночи. Как Мгм. мне привести себе в форму? Никак. Ну, ты хочешь сову на глобус натянуть. Как ты можешь это сделать? Ну, никак. Ну, меняй работу. Ну, невозможно. То есть красивое тело – это, ну, в целом это привилегия. Потому что если бы это было очень просто, да, или там можно было купить за деньги, то все богатые были бы красивыми. Но нет. Им Мгм. тоже приходится впахивать. И им, представляешь, как им обидно. То есть, ладно, мы там нищеброды, да, то есть, но мы, получается, в этом отношении на равных. Понятно, что у них есть там больше времени, и то я знаю, что люди такие, которые там очень богатые, они прям очень еще и нервные. То есть у них все кипиш все время, постоянно какой-то туда-сюда, туда-сюда. Где же, в чем же смысл тогда денег, если... Ну, в общем, люди есть разные. Я сторонник того, что если ты хочешь себе красивое тело, можно дополнительно, да, там, через тернии к звездам как-то собраться с мыслями, но у тебя должна быть мотивация. Но красивое тело требует времени. То есть минимум там час-два в день ты должен себе уделять. Плюс там хорошая еда, плюс еще что-то, плюс отдых. Без отдыха ничего не получится. То есть если ты круглосуточно работаешь, ну о каком восстановлении и красивом теле может быть идти речь? Ну нет, не получится. Должно быть свободное время, должно быть желание и должна быть какая-то минимальная цель. Там. На следующей неделе всю неделю тренироваться. Вот я молодец. Все. Интересно. Вспоминается, конечно... Грустно это. Да, грустно и интересно, да. Вспоминается одно из выступлений, опять же, Шварценеггера, когда он говорит, нет никакой волшебной таблетки. Вот. Но в то же время Да. он говорит, что типа все это фигня, все это херня, вы должны взять, поднять свою задницу, Да. пойти тренироваться, вы должны найти время, потому что там вот человек тратит там столько-то времени на сон, столько-то Да. времени на еду, там вот Да. все вот в этом ключе. Полчаса, даже вот полчаса в день есть у каждого. Не обязательно ходить в зал. То есть, если хочется привести себя в форму, можно даже вот здесь 1-2 метра попрыгать берпи, поставить в планочке и просто поприседать. 30 минут. Ну, это же реально у всех есть. Понимаешь, это от этого еще обиднее. Твою мать, ну, как бы, блин, уже тяжело же отмазку найти. Ну да, 30 минут тяжело, уже реально. не так уж Слушай, много, кажется. мы вот с женой приседали 15 минут подряд, у нас есть такие прям видосы, 15 минут приседаний подряд, в медленном хорошем темпе сели, встали. Это 500 приседаний. Всю неделю ноги там потом в таком жестком шоке, и логически понимаешь, что квадры прокачаны, все прокачано. Ну, понятно, что для новичка это лучше не делать, потому что там колени могут сказать спасибо. Но 15 минут. Да, это немного. 15 минут. Ну, попробуй 15 минут поотжимайся. Вот так вот будет, вот так. 15 минут поподтягиваться. Это просто жесть какая-то. Слушай, а как ты думаешь, что может оказаться вот каким-то основным триггером, точкой невозврата для мужчины, который смотрит себя в зеркало и понимает, что все, Пора. да, Пора менять. пора что-то делать. Мы все склонны отвечать на общественное мнение, да, допустим, если кто-то сказал, ну, блин, что-то ты уже себя запустил. Первое, да, мнение, допустим, врача или докторов, которые говорят, что все, дальше уже там преддиабет или что-нибудь еще, потому что уже лажа совсем. Или там еще чуть-чуть и будет инфаркт, да, там, ну, слишком много веса. Сам по себе начинаешь замечать. Я, например, точно знаю, что когда я ем все подряд,
и резко набираю вес. То есть я в Крым приехал 96, а сейчас вот 105. Понимаешь, я за лето 9 килограмм наел. Вот так просто. Да это... Я, конечно, ни в чем себе не отказывал, но я логически понимаю, что быстрый набор веса – это, конечно, лажа. В первую очередь для коленей, для суставов. Во-вторых, начинаешь потеть. В-третьих, начинаешь храпеть. Это прям скотство. То есть скинул эти 9 килограмм, 10, все, снова молодой, красивый, здоровый. А тут вот такая ерунда. Поэтому здоровье-то портится с лишним весом. Это 100%. Если ты успеваешь это заметить, а мы, как правило, себя постоянно видим в зеркало и не успеваем, то все хорошо. Если не успеваешь, тогда только как кто-то тебе скажет, так, все, пора. Либо, я не знаю, там супруга скажет, все, что-то ты уже все. Либо уже перестаешь видеть то, что надо видеть. Такое тоже бывает. Ну вот, кстати, давай честно, вот у тебя есть прекрасная супруга. Да. Вот насколько вот эти кубики пресса, широкие плечи, раскачанные бицепсы, руки, насколько они придают уверенность в спальне? Если зеркало вокруг, то, конечно, придают. Только если ты голый. Смотришь, такой... Так это не нужно, Но это больше про то, как на тебя смотрит женщина, или на то, как ты себя ощущаешь. Как ты себя ощущаешь, конечно. Как ты себя? Женщинам, как правило, все равно, понимаешь? Важно, чтобы ты... там другие качества же для них вообще важны. То есть мы, когда с супругой познакомились, она сказала, что вообще, мне эти твои бицепсы не нужны. Понятно, что если там какая-то там безобразная свинья мохнатая, то... Или там, какой-то красавчик, и оба одинаковые дальше по интеллекту, понятно, что это плюс. Но ты не сторонник, что данные, скажем так, скиллы, назовем их так, да, они помогают. Нет, я хочу сказать, самые главные скиллы – это чувство юмора. Да, если ты женщину рассмешил, все, наполовину влюбил. Это умение брать на себя ответственность. То есть, если ты пообещал и сделал. И умение решать проблемы. Если ты это, берешься и делаешь, это вот так прям планку поднимает. Все, то есть можно не качаться, пацаны. Все, на этом подкаст заканчиваем. Все. Зачем мы начинали? Окей, смотри, а есть, вот как ты думаешь, человек в хорошей физической форме, да. Он перед работодателем, да, там, или перед любым человеком, с которым общается, его воспринимает как более такого дисциплинированного, уверенного? Все зависит от внутреннего состояния. Понимаешь, если ты просто здоровый, но ты не можешь двух слов связать, Вот сейчас я не смог нормально сказать дисциплинированного. Вот. Я ты уже... даже еще и не здоровый, давай. Уже не здоровый и не уверенный, да. Нет, твое тело, это реально твоя визитная карточка. Безусловно. То есть если ты хорошо стоишь, знаешь, с ровной осанкой, с плечами, и ты при этом грамотно разговариваешь, пожалуйста. Вопрос в другом. Насчет работы. Я сторонник не работать. Ты понятно, да. Но возьмем любого человека, который хочет устроиться. Нужно стремиться обеспечить себе как можно больше свободного времени. Это дает возможность заниматься собой так, как ты хочешь. То есть, то мнение, когда говорят о том, что вот хорошая физическая форма, там, в любом формате, там, бицепсы, трицепсы, пресс, что все это только для голливудских актеров, а мне это не нужно. Возможно. То есть, смотри, совершенно не обязательно прекрасная форма, да, там, супер идеальная, с кубиками и прочими. Достаточно, если ты подтянутый и хорошо себя чувствуешь, без лишнего там живота. Может быть, есть немножко жирка на пузе. Ничего страшного. Это не критично. Если ты при этом делаешь регулярные какие-то физические упражнения, этот жир, он никуда не уходит. Понимаешь, да? То есть жир уходит, и тонкий живот, там, получить кубики, это прямо жесткая сушка какая-то нужна. То есть это определенный фрагмент времени. То есть я, например, когда досушиваюсь до этого состояния и привожу себе там в классную форму, я быстренько делаю 1 миллион фотосессий, и потом весь год их равномерно выкладываю. Мол, я какой все время. Но нет, я же не могу это держать все время. Это только уже фармподдержка. Понимаешь, то есть люди на химии, они могут держать это долго. Я не могу. То есть я там, допустим, 3 месяца в идеальной форме, да, там подошел к ней, в идеально подержал, потом мне неизбежно хочется чего-нибудь вкусненького. Это жестко себя загонять. Особенно в 45 начинаешь думать, да нахер мне надо вот это? Я так постепенно раз отошел. Потом снова. Раз в год красивая форма, это нормально. Весь год это ненормально. Слушай, мне сложно просто принять то, что
ты не какой-то радикальный фитнес-тренер, который относится к физической форме как вот must-have на 100% только Нет, так. так хорошо тренироваться, ну, пожалуйста, тренируйтесь. Но загонять себя в какие-то там жесткие рамки для чего? Скажу так, если бы я хотел попасть на сцену, да, вот я там бодибилдер, ну, там, хочу поучаствовать, я априори проиграю. Даже если я идеально просушусь, я без химии не смогу сделать такую форму, которую сделает любой на химии. Вот сколько бы я ни сушился, даже несмотря на мои мышечные составляющие, что я там 13 лет в зале подряд, да, там, ну нет, мне придется подорвать здоровье фактически, потому что это же жесть какая-то, то есть это нужно там жесткий водяной режим, жесткая диета, там четко по сну, там, ну это для чего? Чтобы что? Хорошо выглядеть можно и без этого. Идеально выглядеть только если ты хочешь себе фотосессию устроить. Это там 2-3 дня она держится, это идеальная форма. У качков тоже, которые на сцене, вот они вышли, они после этого пошли в Макдональдс, ужрались, и на следующий день у них плюс 10 килограмм. Ты же не думаешь, что они все время такие? Не. Не, настолько Некоторые нет. забыли кольца снять, Так, и их приходится потом пилить, потому что они распухли как эти. какие страшные вещи. Ну да. Ам, Люди там сознание теряют. Им выносят кубок, он не может его держать, потому что нет сил. Сил нет. Не, ну по ним видно, что они действительно какие-то такие Ну, очень специфические понимаешь, ребята в этот момент. это прямо ну, спорт. А спорт всегда это лажа для здоровья. То есть, ну, большой спорт. Понимаешь? Физкультура – это прекрасно. Хорошо выглядеть, себя чувствовать, жать. Я вот там 150 на 6 пожал вот 2 недели назад. Блин, ну это прекрасно. 45 – это охеренно. Не могу похвалиться тем же самым. Не, ну, я просто говорю, что хорошие результаты можно сделать, в принципе, в любом возрасте. Идеальные результаты, ну, для этого нужна прям очень сильная мотивация. Я не знаю, ну, опять же говорю, это надо прям развестись, и там прям вот жесть какая-то, чтобы была, или там рак побороть. Ну, понимаешь, да, какая-то Уйти в тема. себя и заняться чисто вот Да, это своим. так, все, ну, там прям, там должно быть прям что-то невероятное. А физическая форма хорошая, ну, просто ходишь в зал. Просто на следующей неделе, понедельник, там, среда, пятница сходил, потренировался, все, красавчик, достаточно. Ты вот перечислил, да, тему 15 минут там отжимания, Да, там 15 минут там потянуться. Вот реально, какие вот топ-3 действия для сегодняшних... любого человека, который вот они нас сейчас смотрят и хотят вот уже начать завтра что-то делать. Вот топ-3 действия, вот что ты предложишь? Я предложу приседания. Это прям must-have. То есть нужно приседать, научиться приседать и хотя бы, ну, не знаю, 3 подхода по 30 приседаний. Хотя бы, ну, вот 100 приседаний выйти. То есть 100 приседаний, если подряд делать, это 3 минуты. Но подряд их делать для неподготовленного человека это тяжело с точки зрения коленей и спины. То есть нужно аккуратненько по технике, по 10 раз присел, там, по 20. Ну, там, первые 2 недели приседаешь там раз по 50, потом уже потом до сотки дошел. Это отжимания. То есть все могут отжиматься широким узким хватом. С колен. Не получается с колен отжимайся, пожалуйста. Ну, то есть многие просто не могут физически. Можно с колен. И подтягивание. Вот просто настенный турничок, если хотя бы каждый день, там, не знаю, Вот цель, допустим, сегодня потянуться 20 раз. Это может быть 20 раз за один подход, это может быть 20 подходов по одному разу. Один раз можно потянуться? Можно. Если не можешь даже один, подпрыгни, повис, опустился. Все, готово. Подпрыгнул, опустился. И так постепенно ты научишься подтягиваться. Это классика. Ничего сложного нет, реально. Приседания, отжимания, подтягивания. Все, достаточно. Это база. Это прям вот то, что может делать любой дома, где угодно, в любое время. Пожалуйста, тут есть 10 минут. Хорошо. Отмазаться не получится, короче. Что мы можем предложить новичкам? Вот те, которые купили абонемент в фитнес-клуб. Да. Опять-таки вспоминаю себя, когда был период, я сменил, по-моему, 5, что ли, клубов. Почему? Ну, различные были ситуации, там, когда переезд был, когда клуб закрылся, там, и когда просто были моменты, когда 2 месяца ходил, но вот эта тема с вечерними пробками на подходах в фитнес-клубе меня очень удручали. Как новичку не перегореть и построить вот этот процесс с самого начала хождения в фитнес-клуб, чтобы для него это было удачные перспективные вещи для улучшения своей физической формы? Хорошо. Если мы говорим про человека, который давным-давно не занимался или вообще не занимался, такое тоже бывает, то не нужно ставить себе запредельные задачи. Ты пришел в зал, если у тебя есть какая-то цель на долгосрок, ты вообще первый там, месяц должен еле-еле заниматься.
Ты должен что-то посмотреть, как работают тренажеры, спросить дежурного тренера, либо взять пару занятий с тренером, который покажет тебе хотя бы технику, потому что никто изначально ничего не умеет. Ну, это нормально. Мгм. Как ты будешь прыгать сальто, если тебе, допустим, не научат? Это очень сложно. Соответственно, и здесь вся техника, как двигается твоя мышца, как двигается твоя рука, тебе должны показать, как это работает. Дальше ты делаешь очень-очень легкие тренировки. Тебе кажется, что это все легко, и на тренировке ты сделал, и тебе легко, и тебе хочется добавить, нельзя добавлять. То есть особенно первую там неделю, месяц, вообще нельзя никаких тренировок делать в отказ. Знаешь, люди есть, все, больше не могу поднять, вот такая тема. Почему тренажерные залы любят людей, которые покупают годовые абонементы? Потому что они приходят и в первый день качаются весь день. И больше не приходят никогда. А потом забрасывают. Да, то есть, все, это невозможно. Организм получает дикий стресс, и дальше никакие тренировки, в принципе, невозможны. Поэтому легкие тренировки, полчаса на какие-то базовые группы мышц, там что-то поделал, full body какую-то тренировку. Потом пошел на дорожку, полчаса походил. Все. Вот твой час, 3 раза в неделю. Это больше, чем достаточно. Хотя бы месяц в таком режиме, потом потихонечку начинаешь что-то добавлять. Тогда есть шанс, что ты не перегоришь, не сгоришь и потихонечку ворвешься в ритм. Тебе не нужны, в принципе, там какие-то супертренажеры или еще что-то, или большие подходы. Нет, можно забыть. Кстати, по теме того, когда ты в зале занимаешься, есть же знатоки, уважаемые, которые подходят и начинают говорить, типа, брат, что ты делаешь, а? Не так надо делать, надо вот так делать. Что это неправильно? Очень хорошо спасают наушники, большие такие. То есть вроде как, извини, слушаю. Хотя ты можешь их не включать даже. Советчиков реально очень много, причем некоторые действительно помогают и видят, а некоторые, конечно, могут откровенно налажать. Сложно определить, кто как даст реально правильный совет, потому что ты новичок, ты не понимаешь. Понятно, что если там это реально тренер, да, вот он занимается и говорит, слушай, так и так. Тренер написано, да? Понятно, да. Да, то есть хотя бы. А если там какой-то там левый чувак, спасибо, спасибо, попробую. Но ты сам бы, вот если в Знаешь, зале занимаешься, ты посоветовал? Я когда работал тренером, конечно же, были такие ситуации. Я вижу, что человек делает откровенную лажу. Я спрашивал так. Скажи, пожалуйста, тебе можно подсказать, советы ты принимаешь или нет? То есть я просто спрашивал. Он говорит, мне не нужно все. Все, базара нет. Это прям гипервежливо. Твори, я сейчас телефон только возьму. Это гипервежливо. Да, а как иначе? Потому что есть люди, которые с тренером творят дичь. То есть тренер в телефоне, а тут я вижу там жестяная жесть. Я же не могу подсказать. Это же неэтично. Ну да, это не твой хрен. Я пару раз подсказал, мне сказали, что это неэтично. Я понял, да, действительно, уже хер с ними. Что хотят, пусть то и делают. Это его ответственность. А когда не тренер, просто ты занимаешься в зале? я же спрашиваю. То есть, то есть ты могу ли я тебе подсказать? В таком же формате и так? Да, то есть я все исключительно по поверхности, потому что говорить, слушай, ты сейчас себе там спину сорвешь. Он скажет, да пошел ты, Далекое путешествие. И ты пошел такой, что ты сделал? Замечательно. Если коснемся по возрастам, да, там 30, 40, грубо не знаю, что важнее, 30 минут кардио или 30 минут железа, или все вместе? И то надо делать. И то. Почему? И то, да. Потому что железяки в целом стимулируют твою ЦНС. То есть центральную нервную систему. Ты же качаешь не только мышцы, понимаешь? От того, что ты потаскал железки, делаешь вообще не в мышцах, что они вырастут и не вырастут. Они, может, вообще не вырасти, даже если ты просто не ешь, элементарно не подпитываешь. Это же все комплексно, да? То есть это питание, сон, тренировки, такая тема. Но приспосабливаемость организма к нагрузкам, вот это реально классно, потому что ты с помощью железок это очень сильно стимулируешь. И в дальнейшем, вдруг тебе надо какую-то там, не знаю, шину поменять на тачке, ты ее поднял и понес. А так ты поднял и словил грыжу и лежишь вместе с шиной. То есть такая, понимаешь, да? А дорожка нужна для того, чтобы укреплять еще выносливость свою. То есть в любом случае ходьба – это единственное, что вылечивает наш позвоночник. Ходьба. Только ходьба. Не бег. Чисто ходьба. Ходьба, да. Бег – это ты себе ударную нагрузку еще создаешь. Нет, если ты постепенно к нему приходишь, да, то есть ты же не бегаешь сразу полумарафон, побежал, сдох в конце и все. Я не извращенец, конечно. У меня есть даже специальные кроссовки. Видишь, то есть ты подготовленный спортсмен. Поэтому ходишь полчаса в день – прекрасная штука. Все, дополнительно спину себе укрепил, молодец. Упомянул еду. Что с едой в эти моменты? Как вообще? Нужно придерживаться? Все зависит от цели.
Понимаешь, если у тебя цель привести, ну, просто похудеть, да, то мы, конечно же, сокращаем углеводы. Если мы хотим поднабрать мышечную массу, но мышечную массу просто набрать как таковую невозможно, да, то есть мне говорят, я хочу программу для набора массы, я хочу себе 10 килограмм мышц. Ну, ты должен понимать, что 10 килограмм мышц – это еще 20 килограмм жира, да, или там, и плюс еще там 10 килограмм воды, то есть это плюс там 30-40 килограмм суммарно. Мгм. Такие, нет, я не хочу тогда. Мышцы так просто, ну, не нарастают в чистом виде. Это, я не, ну, это только фармакология, и то там какие-то под кем-то, ну, под жестким контролем. Поэтому, если стоит цель просто похудеть перед скуфом, да, 35-летним, который никогда ничего не делал, полчаса легкой тренировки, полчаса ходьбы, и самое важное, опять же, не уходить в крайности, да, то есть с понедельника ем только грудку, огурцы и пью воду, больше ничего. И через неделю ты уже все. Особенно, ну, после 35. Нет, ты должен вечером убрать сладкое на одну неделю. На следующей неделе ты убираешь мучное. То есть тут, допустим, вечером больше не жрешь конфеты. Ну все, ну так, вот недельку. Печаль. После 6, да, не ем. Потом убрал после 6 мучное. Продолжаешь тренироваться, продолжаешь все делать. На следующей неделе, еще через недельку, после 15 убрал сладкое, после 15 убрал мучное. Сдвигаешь. На следующей неделе, после 12, то есть до обеда. Для большинства людей убрать сладкое и мучное после обеда – это гарантированная потеря минимум 5 килограмм за ближайшие 1,5-2 месяца. Очень просто. Не нужно ничего сверхъестественного. Не нужно себя жестко ограничивать. К тому же, если вы себя жестко ограничите, вы рано или поздно сорветесь. Рано, скорее. Все, вот такая мелочевка. Слушай, ну я обязан задать вопрос Да. для тех, кто все-таки смотрит и, возможно, внутри как-то пытается это спросить. Если не менять питание, результат будет или нет? Если не придерживаться питания, никакого результата не будет. У вас, возможно, нет, мышцы однозначно укрепятся, да, то есть 100%, если еще и правильно делать, там и спину закачивать, да, там и в целом ходить на тренировки, все будет хорошо с точки зрения мышц и мышечного каркаса. Но красивая фигура – это штука такая очень субъективная, да, мы же говорим, что для мужчины красивая фигура – это что, широкие плечи, узкая талия, да, бедра и вот там ноги. Ну нет, будет широкие плечи и широкая талия. Плюс очень серьезный набор веса. При том, что ты его, в принципе, не будешь чувствовать, потому что мышцы сами по себе тяжелее. Вот. А если ты еще не следишь за питанием, тебе после тренировочного процесса в любом случае придется больше есть. И ты сам будешь хотеть больше есть, потому что ну, мышцы требуют этого. Соответственно, ты больше ешь, да, ты двигаешься, ну, практически никак не двигаешься, то же самое. Ты неизбежно начнешь набирать вес. Ну, 100%. Поэтому, если ты хочешь реально какие-то, трансформацию какую-то своего тела, то неизбежно придется сокращать сладкое и мучное. По чуть-чуть. Ну, что там, господи. Увы, дорогие друзья, да. Да? А как? Иначе бы все были красивые, понимаешь? А так только Это слишком идеальный мир. Я помню, я 90 килограмм весил. Так, сейчас сколько? 70? 75. Угу. 75-74. Период того времени был в сочетании, потом уже, чтобы скинуть, это бег и питание. Сейчас я могу себе позволить не слишком заморачиваться с бегом. Да. Но питание я просто привык. То есть вот у меня на ужин это только салат. Сало. Да, салат. Там овощи. Да, Сало. салат. Сало тогда пришлось бы что-то сала же просто так нет. Какое? Да. Пришлось бы что-то придумать. Нет, салат, овощи, соответственно, там, не знаю, огурцы, помидоры, перец. Никакого белка у тебя там нет? Ни мяска, ни яйца, ни рыбка? Нет, ничего этого нет. Ну, прям жестко. Жестко, но я привык. Понятно. Мне в кайф. Я спокойно это все ем. Ну, могу, пардоньте, могу какой-нибудь углеводик закинуть, типа там, не знаю, орешек какой-нибудь сладкий, там, типа вот эти, которые со сгущенкой делают. Вот, максимум там. Или сырок, может быть, какой-то глазированный. Все. А вот вместе это с салатом. Ну, после, да. Ну, после. Да, после, да. С чайком, да. Вот так вот. Это работает. Это работает. Да. Потому что перестал вот это время какое-то прям уделять большинству тренировки, да, там, и делаю просто какие-то паузы, может быть, не так часто, как раньше.
Но это мне дает поддерживать вот этот вот уровень веса, который у меня Мгм, есть. мгм. Вот. И я не чувствую себя там каким-то уставшим, там, не Да. знаю, что какие-то у меня там боли присутствуют, что мне там тяжело Не хватает подниматься. сил там или что-то. Да, Нет, у все меня, нормально. да, целый Всё нормально. месяц у меня меняли лифты в Ходил подъезде. пешочком еще лучше. Вообще без проблем. Такой кайф. Так что, да, действительно рекомендую, есть возможность в этом. Тема с энергией. Она же где-то должна пребывать. Вот ты же приходишь в зал, ты ее тратишь. Откуда берется ресурс потом на то, чтобы дальше существовать, двигаться? Потому что ты же там кач-кач, раз-раз, и все. А на следующий день тебе вставать в 7 утра, а ты еще не выспавшийся. И что же делать? Тут еще и вопрос ко сну тоже. Мгм. У меня подпитка энергии состоит из 3 элементов. Так. Первое. Это еда. Угу. Много вкусной, всякой, разной. Особенно, допустим, на выходных. Если я поел много жирной еды, это мясо, да, это какая-нибудь, не знаю, утка, там целиком я ее умел. Так. Бывает такое. То в понедельник у меня потрясающие результаты в жиме, там, штанги лежа. Потому что я весь наполнен всем. Если я не поел, я не могу жать. То есть на следующий день все идеально работает. То есть почему в понедельник ставится либо отстающая группа мышц, либо та, которую ты хочешь просто дополнительно усилить. То есть у меня, например, по понедельникам грудь. Потому что все выходные я к этому неосознанно, сейчас уже осознанно, я к этому готовлюсь. Я ем вот прям нормально. Пришел с кучей энергии. Вторая составляющая – это сон. То есть если мы не спим, делов не будет. То есть если у вас, не знаю, там 5 часов сна, о каких тренировках может идти речь. Плюс, допустим, какая-то высокозатратная, даже не физически, а эмоционально работа. Нет, не получится. То есть если постоянно на стрессе, на каком-то нервике, нет, о каком там росте может быть. То есть сон. Я ложусь, наверное, в 11, встаю в 5. Но днем я, как неработающая скотина, обязательно 1,5-2 часа сплю. Каждый день. Это помогает. Это очень важно. Это так классно. И третий, я не знаю, как это рекомендовать, но тем не менее я сам это использую, это предтренировочные комплексы. То есть так как я тренируюсь рано утром, мне нужно как-то проснуться. Угу. Это, у меня там No Explode от BSN, если надо, я просто покажу, да, то есть вот картинка. Так. Я не призываю ее пить, да, но она отлично бодрит. Прямо плюс поднимает уровень энергии с точки зрения тренировки. То есть я могу сделать больше повторений. Это обычный спортпит. Это ничего такого, продается в любом спортмагазине, на Озоне, Wildberries и так далее. Единственный минус, нужно делать перерывы. То есть раз там месяц пропил, потому что потом она уже не так вставляет. Соответственно, нужно повышать дозу, а это такая штука опасная. Но классно, очень классно бодрит. Соответственно, вот я проснулся, не такой, как и все люди, я тоже люблю спать, и просыпаться там тяжеловато. И даже если уже привык, там без будильника уже встаешь, все равно там какая-то энергия должна быть. Пока приехал в зал, надо таскать железки. Все, выпил, погнали. Такая тема. Просто вспоминаются вот эти фоточки, где там Дуэйн Скала ест вот такую огромную пиццу, потом вот такой вот какой-нибудь торт огромный там. Вот, это все можно есть. Это все можно есть. То есть ты тоже можешь себе это позволить. Но... Когда я в жирной форме, да, вот как сейчас, я могу себе это каждый день позволять. То есть я ем, просто вот я доелся там до 105, дальше мне уже прям тяжело набирать даже. У меня максимум был 106 когда-то. Это прям планочка. Это прям надо целенаправленно дожрать, как много. Зачем? А вот если мы на сушке и на диете, то это тоже все можно, но только по воскресеньям. Это очень классно, во-первых, с точки зрения психологии для себя, потому что ты понимаешь, что в воскресенье ты все равно съешь вкусняшку, и тебе нет никакого смысла сейчас срываться, да? То есть в воскресенье тебя ждет награда. Сейчас потерпи, в воскресенье как следует нормально нарубаешься. Во-вторых, это полезно с точки зрения метаболизма, потому что если ты всю неделю себя ограничиваешь, рано или поздно организм чуть-чуть ужимается, да, он перестает отдавать тебе жирок в качестве энергии, такой, нет, приберегу, потому что, похоже, начинается какая-то лажа. А в воскресенье ты его раз накормил, он такой, нормальная тема. Подстегнул уровень сахара в крови, все подстегнул. И в понедельник ты, возвращаясь к своему обычному режиму, продолжаешь худеть даже быстрее, чем вот к концу недели. Прикольная штука. Опять-таки, вспоминаю молодое время, когда мы все шли в фитнес-клубы, тогда это был какой-то бум, все они везде открывались.
И вот мы, да, вот мы записались, вот мы пошли, все, с пацанами там вместе, компашкой, все весело, классно. Так, один достал, значит, какой-то протеиновый коктейль, Ну, что-то пожалуйста. бахнул, другой. Само вот это спортивное питание, вот ты сторонник, да, ты сказал, что вот Я, предтрен, да. да, предтрен, и у меня по утрам протеин. Это нормально. То есть, ну, на молоке или на воде, в зависимости от моей кондиции. То есть, что я хочу. Ну, это обязаловка или как? Смотри, это еда, то есть спортивное питание, да, в основном это еда. Протеин – это еда. Это просто белок, который мне нужно получить сейчас, быстро. То есть, что я могу после сна быстро, когда у меня есть там 10 минут? Сидеть, там, жарить мясо, ну, это бред. Пока оно у меня усвоится, пока там, ну, я это все приготовлю. Есть какие-то вареные яйца, это грустно. Ну, понимаешь, да? То есть яйца прекрасно усваиваются. Но это же не вкусно ни хрена. Ну, давай. Поэтому сделать протеиновый коктейль – это прекрасно. То есть у меня каждый раз перед тренировкой я обязательно пью, потому что это просто порция белка. То есть я в 6 утра выпил, да, погнал там дальше в зал, еще что-то, и потом только там в 9-9:30, ну, у меня завтрак. А так просыпаюсь голодный, никуда ты голодный пойдешь. Надеюсь, уже нету этого мифа о том, что от протеина ничего не стоит. Ну, это прям совсем уже давнее, да. Это прям давние времена, но я помню, что еще... Там всего не стоит. 2 года назад тоже снимали подобное с одним товарищем, и действительно, я специально еще рассказал, что, ребята, все нормально, мы даже специально кликбейт написали на обложке. Посмотрите, Он стоит. живой, смотрите. Вот пью. Так. Окей, коснемся все-таки, вот, да, семейный, да, формат. У тебя семья, еще раз. Вот этот баланс. Балласт. Оговорка по Фрейду. Пошла такая тема. Зараза. Ты понимаешь, вот это из той темы, когда не превратить... Ну, у тебя хорошо, у тебя все-таки в твой момент твоя семья – это исключение, наверное, Да, все-таки 100%, правило, потому что 100%. у вас это свое направление деятельности, да, на котором вы зарабатываете. Это то, ради чего вы, собственно, живете, занимаетесь, делаете, все. Обычно, да, любая семья, да, вот этот мужик, как ему не делать того, что так, у нее там семья, значит, у нее там ребенок, надо забрать там из школы, либо уже пришли, там надо посидеть вот с ним, надо что-то позаниматься, надо там убраться, еще что-то. Как не превратить вот эти все моменты в некую форму эгоизма? Типа, так, все, я пошел, идите там как хотите, я пошел заниматься. У меня тренировка. Да, у меня тренировка, все, у меня сегодня день ног, у меня сегодня день рук, все, я должен, обязан, все, закрыли вопрос, все, даже не приставай. Потому что мы же все-таки живем в реальном мире, невыдуманном, и я уверен, что 100% вот этот распил, который начинается, тебя пилит, опять он пошел, там у него там, ему... А с одной стороны, ладно, ну, блин, ты пошел там с пацанами пиво пить за гаражами, да, либо там приставку сидишь, играешь, но тут же ты идешь здоровый образ жизни, ты хочешь физическую форму сделать какую-то, и ей, чтобы потом нравиться, как ей это объяснить, как сказать, что это не эгоизм, это вот я и для тебя тоже стараюсь. Или как-то с другой стороны это подходить на все это. Всегда сплю в берушах. Это так, отдаление от темы, Так. да? Как раз так совпало, что 11 лет назад у меня родилась дочка, да? Совпало. Я сказал, что если я не буду высыпаться, я не смогу заработать деньги для семьи. Мгм. Поэтому, ну, либо мы живем победнее, но я выполняю там, встаю ночью, да, там все как положено. Либо мы живем так же или лучше, но кто-то должен заниматься. Поэтому насчет эгоизма, я за здоровый эгоизм. То есть, если ты хочешь пойти в зал, и тебе говорят, что нет, ты должен вот это, ну нет, надо идти в зал все равно, потому что это для тебя важно. То есть, ты не идешь в зал там, да, чтобы кадрить там каких-то девчонок, ты идешь в зал, чтобы заниматься. Мгм. Ты идешь в зал, чтобы улучшить свое здоровье. Если там проблема какая-то и встречная, причем жесткая, идите в зал вдвоем. Пожалуйста, пошли, вот тебе тоже абонемент, пойдем вместе. Ребенок, мы, придумаем сейчас что-то там, либо няня, либо мама, где-то еще, то есть какой-то час выделить. Это возможно. Другое дело, что если человек, другой человек, да, не хочет, чтобы ты этим занимался, потому что там есть миллион дел, которые никогда не заканчиваются, это вот такие вопросы очень, очень интересные. Я за здоровый эгоизм. То есть, если это нужно для тебя, это нужно сделать. Ничего страшного. Это здраво, конечно. Я понимаю, что может какой-то, знаешь, а как же я тогда все на жену взвалить? Ну, конечно, нет.
То есть если ты выделяешь этот час себе на тренировки, там, или полтора с учетом там, дороги и прочего всего, то ты должен дать ей этот час в другое какое-то время, да, то есть ты пришел, и дальше ты там помогаешь там с чем-то, забрать где-то куда-то еще что-то. Но если ты собрался тренироваться, ну так ты тренируйся, зачем тебе какие-то дела? Ну, выкрои время, когда тебе удобно, когда, может быть, всем удобно, оно все равно есть. Просто нужно найти какие-то точки соприкосновения. А так, чтобы нет, ты не пойдешь никуда, потому что нужно вот это делать. Это такое. Наверное, сколько? Да вру, даже не 2, наверное, лет 5 уже, наверное, назад началась, ну, не знаю, как это назвать, пропагандой, не пропагандой, тема бодипозитива. Оно пошло со всех щелей. Вот как ты к этому относишься? Потому что сейчас вот опять-таки, да, шарик крутится, что-то меняется. Какое-то время в бутиков и реклама была с X-size, там, XXL сайз размерами, вот, большие дамы и мужчины. Сейчас, опять-таки, очередной показ мод показывает, что все разворачивается в другую сторону, и уже 90-60-90, да, возвращаемся. Джинсики уже там, ну, уже в некоторых пабликах уже миллиард раз было то, что, не помню, у Левис, по-моему, девушка была достаточно крупных форм, потом сменили ее уже на другую, даже не, по-моему, на... Как же ее зовут-то? Это... Вот она актриса. на экране. Да, вот она. Да. Точно, да. Суидни, эйфория, боже, забыл. Вот, она была в этих джинсах, если мне не знает память. Там еще было, типа, у Суидни отличные джинсы. Да, что-то такое, да. И там кипиш пошел, потому что джинс созвучно с генами. Джинс. Да, вот. Ты смотри, какие ты хайповые темы-то вспоминаешь. Да, там про гены очень даже, потому что наша блондиночка, да, она такая вся ух. Ну, там вопрос именно в том, что порвала, конечно, эти бодипозитивщиц всех. Да, вот. И сейчас еще стал популярен очень Оземпик. Тут я ничем не могу помочь, да. Его прям вот сейчас звезды начали, и уже подхватывают остальные. Какая-то уже другая версия пошла, облегченная, уже не Оземпик, все может быть, все может лайтовое. В любом случае, к чему я клоню? Твое личное отношение вот ко всему этому бодипозитиву, ко всем этим рекламам, ко всем этим форматам преподношения вот такого. Как ты вот относишься к такому, что существует сейчас? Слушай, я нормально отношусь ко всем людям, которые не навязывают свою точку зрения. То есть какой бы ты ни был, там, толстый, кривой, косой, если ты при этом хороший человек, пожалуйста. Но если ты навязываешь и говоришь, что это правильно, знаешь, как это ящик Пандоры открылся в Европе, что там вот, ну, нормальный ЛГБТ, вот такая тема, да, нормально. И потом там началась в Америке эта вся тема, и вперед и с песнями, парады какие-то, ну, это же бред. Вы можете делать, что хотите, да, где-то там, пожалуйста. Но если вы навязываете это, и тем более пытаетесь это протолкнуть прямо в какое-то русло, там, где дети, книжки и там всякое, это должно пресекаться. Есть толстые люди, есть жирные люди, есть всякие люди. Ну, они при этом не перестают быть хорошими людьми, пожалуйста, просто им чуть-чуть сложнее жить. Но если они навязывают свою точку зрения и говорят, что вот только бодипозитивные красивые, нет. Красивые другие. Есть, возможно, там где-то там приятное там и прочее. Ну, конечно же, нет. Вот так. Это вы можете верить в это сколько хотите, что вы там особенные, и там все классно, и тусоваться вместе как-то, ну. Но это только ваша точка зрения, понимаешь, какой момент? Про отношения. Когда ты познакомился со своей женой? 6 лет назад. Ты был в другой форме, да? Ты говорил о том, что... Да. Был сушеный, красивый. Сушеный, красивый. Но и в течение брака я несколько раз был сушеный, красивый. То есть я же говорю, у меня все циклично. То есть... Ну, растолстел, просушился, просушился, потому что я не могу всегда держать эту форму. Это реально тяжело. Ну, ничего такого. Да, был с кубиками, с бицепсами. Ну, потом ты стал лучше? Как я в целом стал лучше, потому что у меня такая женщина. Да, у меня такая женщина. То есть я многое поменял в своем мировоззрении, потому что человек такой, понимаешь, рядом. Поэтому... Ну, в вопросе поддержки, наверное, здесь излишне спрашивать, и так понятно. Понимаешь, в вопросе поддержки, в вопросе каких-то моментов, которые ты привык делать, не осознавая, что это может быть там по-особенному как-то звучит или выглядит и прочее. Соответственно, брак это же с двух сторон, обоюдно, это нужно работать. Это классно, когда у вас есть общие точки зрения, общая цель, общее желание и так далее. Но все равно нужно работать.
Я очень счастлив, что у меня именно такие отношения сейчас. Это прям... Я А, каждый день не могу насмотреться. Это прекрасное ощущение. Слушай, я обоюдно могу сказать то же самое, когда и меня супруга поддерживает, и это прям можно тут на седьмом небе от счастья идешь и летишь и делаешь все это Все, что хочешь, да. в пятерном кратном формате. Тебе прям Но это спать я буду в заходит. берушах все равно. Давай посмотрим вот так. Мы подытожим все моменты, которые мы озвучили. Возможно, мы не все сказали, возможно, и даже да по-любому не все сказали. Да, пожалуйста. Да, еще не вечер, как говорится, сезон скажем. есть, да, еще есть связь, есть, поэтому без проблем. Вот берем, да, опять-таки, среднюю аудиторию 25-40. Так, Какой, вот, по твоему мнению, первый шаг перезагрузки данного товарища, человека, который вот посмотрел в зеркало, увидел себя вот таким вот, что ему нужно сделать завтра, не знаю, послезавтра или не откладывая на завтра? Что ему нужно сделать сейчас, чтобы вот как-то продвинуться в улучшении своей физической формы? слушай, ну, во-первых, записаться в зал это достаточно сложно, да, потому что для зала еще, как говорится, нужно похудеть, да, ну, то есть стыдно идти, потому что на меня будут смотреть, показывать пальцем. И другие прикольные штуки, которые человек прокручивает у тебя в мозгу, которые не имеют ничего общего с тем, что на самом деле будет. Просто записаться, просто прийти, месяцок походить по дорожке, чуть-чуть что-то поделать и постепенно увеличивать нагрузку. Больше ничего не нужно, реально. Если нет возможности ходить в зал, с твоего позволения, у меня на сайте sjbody.ru/free есть бесплатные тренировки для дома и там вот коврик, занимайся. Там же есть и бесплатное меню для похудения. Тоже вот оно недельное, но ты всю неделю просто повторяешь и все. То есть ешь вот это, а по воскресеньям сладкое. Ну, там то, что ты хочешь. Для большинства людей этого достаточно. То есть просто начать что-то делать. Ну, не нужно гнаться за какими-то сверхрезультатами изначально. Там, в первый месяц все, знаешь, этот стишок. Марина села на диету, лежит, качает пресс, скрипя зубами, приседает. На море ехать через час. Понимаешь? Поэтому, ну, не получится. То есть вы наедали ваш живот и прочее годами. То есть, ну, это вот просто годовые отложения, давайте так. Поэтому нелогично, просто включите логику. Не получится это убрать там за неделю или за месяц. Частично что-то можно начать, но если у вас есть лишний вес, а он практически у всех есть, нужно рассчитывать, что максимальный сброс – это 1 килограмм в неделю. То есть если вы сбрасываете 1 килограмм в неделю, 4 килограмма в месяц, это прям комфортно. Ничего там запредельного. Понимаешь, 1 килограмм в неделю – это там 150-200 грамм в день. Ну, нормально. Нормально. То есть, таким образом, если у вас, допустим, 15 там, или 20 лишних килограмм, а у большинства они есть. Вот у меня, например, 15 сейчас. Я точно знаю, что, ну да. 15. Да, то есть я где-то к декабрю я аккуратно дойду до 92, до 90. Вот посмотрите, я потом скину фоточку, если надо. Обязательно продемонстрирую. Придется, сука, худеть. Никто за язык не тянул. Короче, 4-5 килограмм в месяц вот нужно рассчитывать. То есть, если у вас там лишняя двадцатка, ну, нужно рассчитывать, что это займет 4-5 месяцев. Это не займет 1 месяц. Если вы за месяц их скинете, это, конечно, классно, но, во-первых, это будет такое вот, а во-вторых, за следующий месяц вы их вернете назад, потому что, ну, вы сорветесь. Увы. А если постепенно, то это может войти в ритм жизни и даже продолжиться дальше. То есть просто дальше вы будете сбрасывать не 4-5 килограмм в месяц, а 1-2, потому что организм замедляется, вот там уже выравнивается все, и фон, и настроение, и, ну, и тонус. Ну и просто будет такое поддержание. Вот и все. Плавные, маленькие, аккуратные движения. Никакой жести. И все работает. Я не верю реально. А чё? Почему такой лояльный тренер? Откуда Ну ты как? взялся? А как же? Ну давай сейчас все убились и завтра не пришли. Ну зачем? Главное правило тренера, знаешь, какое? Какое? Не навреди. Я еще вспомнил. Теперь Что я хотел спросить? танцы. Да. Ты сейчас какую цель ставишь перед собой? Смотря в чем. В твоей физической форме. Сейчас ближайшую неделю еще такое шалтай-болтай, потому что у нас там перелеты и прочее. А потом сажусь на диету и все, по своему недельному меню питаюсь. И постепенно к декабрю перехожу на 92 плюс-минус кило. Угу. То есть сейчас у меня начинается сушка. Она должна была быть раньше, но
У нас лето там по-другому. Это у тебя для того, чтобы в каких-то соревнованиях или чисто Нет, вот никаких соревнований. Я вообще, никаких в принципе, да. вообще не участвуешь? Я не участвую в соревнованиях. Мгм. Я же говорю, я изначально проиграю. Какой мне смысл туда ходить? Не, нахер. Я не люблю проигрывать. Вот Да, это понимаешь? да. Но это я должен тогда включить фармакологию, тогда, конечно, меня разопрет. Но зачем? Я не хочу это делать. Аудитория у тебя большая. Так. Что для них ты в перспективе хочешь сделать? Вообще сейчас будет много проектов. То есть нейронки однозначно. То есть все упирается, в принципе, в создание видеоконтента. Я люблю создавать, у меня это хорошо получается, мне нравится это делать. То есть я не воспринимаю создание роликов как работу. По-прежнему, даже спустя 5 лет, это очень прикольно. То есть я позанимался там часик, поснимал, песня. Конечно, если бы я фигачил, вот, допустим, вчера мы снимали обзор там техники спортивной, ну, там 7 роликов подряд мы сняли, и позавчера еще 5, то есть там 12 видео. Это тяжело, потому что это там 3 часа, уже все, 4, ну, уже связки голосовые не выдерживают, уже тяжело просто говорить даже эмоционально, хочется просто посидеть вот так, потому что ты же выкладываешься, ну, хочется как-то красиво подать. То есть если бы это была работа, я бы, конечно, подумал, что да, это, наверное, какая-то лажа. А так как это удовольствие, оно так и останется удовольствием, а значит, получается, что я не работаю. То есть это будет создание видеоконтента очень много разного. Мы, опять же, с супругой планируем там и подкасты пилить, но уже такие домашние, интересные. Она очень интересный собеседник. Невероятно. Я бы и в жизни не подумал, что, оказывается, у меня нет аргументов, чтобы противостоять. Ничего себе. Просто задавливает и все. Такой... Ну, к сегодняшнему моменту ты доволен того, что у тебя есть, там, достиг вот каких-то целей? Слушай, всегда можно хотеть большего, да? То есть я логически понимаю, что если бы 5 лет назад у меня были те воронки продаж, которые у меня есть сейчас, и то понимание того, как можно было двигаться, конечно же, я бы, не знаю, там, жил, там, купил квартиру в Москве и прочее. Ну, как это, имеем то, что имеем, ничего страшного. Я очень рад и благодарен судьбе за то, что так получилось, за то, что мы... Я же познакомился с супругой, она сидела и монтировала там сторис, а я смотрел, думаю, блин, а что, как это так просто монтировать? Перехватил у нее инициативу, говорю, смотри, здесь можно так. Она, нет, так нельзя. Я говорю, как нельзя? Вот, смотри, можно тут там... И я начал снимать и монтировать видосы. Они, конечно, были убогие и страшные, но это было 5 лет назад. Так смотришь, такой испанский стыд. То же самое у меня, согласен. Ну, что делать? Ну, нормально. Это мы все через это идем. Ну, это опыт. Да, и так как я не ставил перед собой цель стать блогером-миллионником, и у меня ее, в принципе, не было. Ну, я думал, что кто-то станет, но не я. Да? Как это? Это же что-то другое, запредельное. То я просто снимал, да, допустим, точно так же в перерывах между клиентами, я же работал, вот что-то делал, какие-то видосики выкладывал. Потом, когда я набрал первые 100 тысяч подписчиков в ТикТок, я понял, что, скорее всего, будет и миллион, потому что идет рост. Потом, когда я набрал первые 50 тысяч подписчиков в YouTube, я понял, что так и здесь будет. Ну, вот и все. То есть это, знаешь, работа блогером и работа над своим телом должна быть без гарантии результата. Ты просто должен это делать. И если ты получишь результат, классно. Если не получишь, ты не будешь себя ругать, по крайней мере. То есть, понимаешь, потому что большинство людей ставит себе слишком завышенные планки. То есть, ну, я же говорю, вот либо я, вот, знаешь, стану блогером, увольняюсь с работы, начинаю пилить видосы, и потом что-то не получается, потому что это не очень просто. Эмоционально ты должен лицом работать и прочее. Какие-то юмористические вставки делать. Не у всех это получается сначала. То есть то видео, качество видео, которое я снимал на самом начале, оно бы сейчас, в принципе, не прокатило. Я это логически понимаю. Вот. Поэтому работа такая, без супер завышенных результатов, это вот то, что двигает нас вперед, и то, что реально может к ним привести. Да, отдаленные какие-то цели пусть будут, все хорошо, ты их никуда не избрасываешь со счетов, да. Было бы классно, если бы я снял там 500 подкастов и набрал там 2 миллиона подписчиков. Разве ты против? Нет. Только за. Что такое 500 подкастов? Сколько это тебе нужно? Ну, давай. В материальном эквиваленте? Нет, давай сначала во временном. Во временном на 500 подкастов?
Боже, да... Я понимаю, что это большая цифра. Это огромная цифра. Это Да, даже... пусть будет. Смотри, сколько? 2 подкаста в неделю? 3? Блин, да даже 2 подкаста в неделю, я считаю, жирно. 2 подкаста в неделю, это значит, да, 108, да, подкастов в год. Да, ну, 1 подкаст. Ну, многовато. Давай, в принципе, если ты будешь их нарезать еще на шорты и выстреливать, то можно и со 100 подкастов Можно. нормально залететь. Конечно. Поэтому это всего год. Он вот так пролетает. Понимаешь? И то же самое люди, когда думают, что, блин, я пойду в зал, и надо, чтобы привести себе форму, мне нужен там, ну, хотя бы год. Год, ё-моё. Ты не думай про год. Вот когда, знаешь, ты думай про то, что тебе нужно завтра, ну, там, на следующей неделе снять 2 подкаста, а ему на следующей неделе сходить на 3 тренировки. На 3 тренировки есть силы сходить? Есть. 2 подкаста есть возможность сделать? Есть. Потому что в масштабах года, да, или там 2 или 5 лет, это выглядит очень страшно, особенно с материальной точки зрения. Но в масштабах одной недели вроде как нормально. Поэтому делай, и все получится. Вот и все. Это должно просто в привычку войти. Чем обусловливается вот этот успех твой? Потому что я такой красивый, я бы хотел сказать. Да, красивый. Ты знаешь... Харизма. Да, чувство юмора, харизма и... У меня отличные отношения с молодежью каким-то образом. Я для них как батя такой. Я не воспринимаю себя взрослым человеком, да, мне по-прежнему 25, то есть все окей. Поэтому я могу разговаривать с ними на их языке, да, я могу их называть их жирными жопами, они смеются, они там угорают. И у меня клиенты такие же. У меня там министры, там, я говорю, давай, скотина, работай. С ним никто так не может, потому что, ну, вот это же... Ну, а мне можно, потому что у меня доступ к телу. Давай. Вот это. То есть легкость. Да, то есть... Этим ты отличаешься. Подростки это считывают. Это, ну, когда я не заточка, которая им говорит, как нужно, вот давай вот это, безэмоциональное такое лицо сделать. Нет, я же угораю с них. Плюс я поддерживал их тогда, мемы там всякие и прочее. То есть 2 года назад это был прям дикий пик, сумасшедший. Понятно, сейчас все циклично, и волна там туда вверх-вниз. Но в прошлом году было хуже, чем в этом. В этом прям узнаваемость, ну, прям опять подросла, потому что форматы чуть-чуть меня и прочее. Я думаю, что в следующем, возможно, слово будет. Ну, не будет, ничего страшного. Моя задача снимать там 2-3 ролика в день и просто выкладывать. И все будет хорошо. А как ты думаешь, чем ты конкретно можешь отличаться от других? Да я всем отличаюсь. Понимаешь, проблема большинства людей в том, что они думают, что есть какая-то конкуренция. В целом существует. А на самом деле ее нет. Потому что таких, как ты, людей, ну, их нет. Твой опыт, твое мировоззрение, твоя точка зрения, твоя манера подачи – это только ты. Это только ты так делаешь. Если ты там снимаешь там 2-3 подкаста, это только ты так делаешь. Да, кто-то еще делает, но у него же совсем по-другому. Вот вообще по-другому. Другое видение, другие гости, другой там свет, другая подача, другие алгоритмы Ютуба выстрелили и так далее. Это все другое, вообще другое. Даже если тематика общая. Вот я, допустим, фитнес-тренер, да? Ты думаешь, я какой-то офигенный тренер? Ну, на самом деле, я же логически понимаю, что такое бесконечное количество образованных, умных, с регалиями, там, чемпионов мира, Европы, ну, чего хочешь. Они же все, по факту, как тренер лучше. И что, их смотрят? Не обязательно. Вообще не обязательно. У них свой зритель. Вообще не обязательно, понимаешь? Не в этом дело, не в регалиях дело. Дело в том, как ты себя ведешь. Если ты себя ведешь естественно, натурально, ты можешь улыбаться, у тебя адекватное чувство юмора и восприятие себя. То есть я, например, ну, могу назвать себя жирным. Ну, уже я жирный сейчас. Да? Вот когда я в форме, я, конечно, красавчик. Ну и что? Понимаешь, я себя называю жирным, и вот кого-то еще называю жирным. И, ну, мне не стыдно. Это воспринимается как, ну, адекватность. Понимаешь, когда человек адекватный, люди к нему тянутся. Если сидеть и толкать очень умные речи, возможно, туда будет стремиться своя аудитория. Потому что бы там кто-то бы не снимал, аудитория всегда будет. Но так как я люблю угорать, у меня на эту тему очень хорошо ведутся подростки. И я и с них угораю, а они с меня. Ну и ладно, я че. Короче, сделаем вывод, что просто... Надо быть собой. Надо быть собой, да. Спартак честный. Да. Он вот сейчас перед вами даже почти полуголый. Весь его бицепсы. Да, что, вот он жирная 46-сантиметровая бицуха. Ну, между прочим-то, ты сказал про сантиметровую. Сколько сантиметров-то? Метровую сказать? Да, метровую, да.
Не, это все равно, это обозначение так, ну, того, может быть, что 47, ничего не знаю. себе. Да, я даже тут не Так буду это ничего. жир. Я когда просушусь, она будет 44. Ну, все, это мой потолок. Ну, ладно, хорошо. Я сегодня приду, обязательно измерю. Перед этим не забудь. Я пришлю потом по почте. По факсу. Окей, тогда финальное. Я болельщик «Спартака». А почему «Спартак» ты? Слушай, я родился в 80-м году. Мгм. Была Олимпиада в Москве, и плюс у меня отец грек. Так. Крымский грек, но он прям настоял, что мы вообще не играем в футбол. Мгм. Это вообще никак не связано. Мгм. В Советском Союзе, чтобы было имя Спартак, это прям редкая тема, да, то есть Спартак Мишулин там, Ну да, то есть вспоминается. и как бы, и, наверное, и все. И все, да. Из тех, кто вспоминается, да. Я Спартак Михайлович. Вот, так что вот с этим связано. Мгм. То есть у меня имя Спартак с рождения, свидетельство о рождении по паспорту с детства. Мгм, мгм. То есть это не футбольный болельщик, и я ничего себе не менял. Вот, так что, ну, так получилось. Повезло, и, соответственно, естественно, я, как адекватный человек, буду этим пользоваться. Ну, я Да? поэтому и позвал, потому что он «Спартак». Чего же вы это просто так, что ли, звал-то? Да. Хорошо. Так, ну что, я должен напомнить всем подписчикам, подписывайтесь, если не подписались. Да. Тем, кто комментирует. Вот пускай. здесь можно Да. взять бесплатную программу тренировок. Да, именно ссылки Тут, будут все да. в описании под видео. Обязательно возьмите там все это. Забирайте, прошертите. Почему-то обычно вы пишете в комментариях, а где взять, а где подсмотреть. Я же говорю, Закрепленный коммент. вот Для здесь, кого? все здесь. Ссылки, опять-таки, на «Спартака», все любые форматы, все что угодно, соцсети, все, что он мне даст, я все продублирую, будете там все это смотреть, вскрывать. Дальше. Понимаете, что то, что вы досмотрели до конца, это вообще, это кайф. Для меня это замечательно. Это, значит, подтверждение того, что ролик классный, отличный. Значит, в рекомендации... залетит, он да, точно залетит. Он залетит. В рекомендации в 100%. YouTube это любят. А если вы еще напишите, репостните, лайкните, уведомление, звоночек этот поставите, еще что-то. Помолитесь. Да, И это тоже, это лишним не будет. Любой формат активности поддерживается. И тогда у меня будет мотивация делать новый контент. Приглашать еще раз «Спартака», и мы обязательно с ним еще Это о в чем-то следующем поговорим. году. Да, ну уже в следующем году, в следующем Да. сезоне, это 8-й сезон, значит, в 9-м обязательно тоже надо будет что-то поговорить. Ну, а если вы хотите мою рожу, вот эту замечательную, видеть еще чаще, то вы можете, опять-таки, подписаться на телегу. Там я кидаю бэкстейджи. Я там рассказываю про разные новости из мира отношений и интимных не только, и про киноновинки, и мемасы обязательно скидываю. Короче, вот это все можете там все найти. Вот видишь? Да. А ты говоришь, что конкуренция какая-то. Все уникально. Обалденно. Ну Блин, вот, твори. видите, подтверждение, живое подтверждение. Итак, еще раз, у меня был сегодня «Спартак», фитнес-тренер. Я тебя благодарю еще раз за то, что пришел. Спасибо, что позвали. Я с Стыковка удовольствием. была сложноватая, но мы все-таки смогли, сделали. Да. Нашли момент времени, поэтому подписывайтесь и на него, и на меня, и будет вам кайф. И занимайтесь, короче, любовью, а не чем-то там другим. Все, пока. Адьос, амигос.